Друзья, всем огромный привет! Приветствую вас уже из Америки. Сегодня у нас второй день, как мы находимся здесь. Мы прилетели ночью, потом, целый день были дома. Мы так и не вышли из дома. Такое состояние. Я бы не сказала, что мы сильно так вот эта акклиматизация, все-таки большой, огромный отрезок времени. То есть у нас там было утро, а здесь, например, вечер. Я бы не сказала, что сильно так оно как-то повлияло на нас. Мы приехали ночью, пообщались там с родными, посидели, и мы ночью же и пошли спать. И получается, что мы все равно, нам нужно было вставать рано, мы завели будильник. Получается, что мы ночью спали, и утром уже как-то тяжело было, но нормально. Мы прошли весь день, я там все постирала, пораскладывала как-то там вещи. Сегодня утром проснулись, я проснулась от того, что был дождь. И так как-то тяжело, когда такая погода, это просто вообще, я не могу, мы в Польше даже, когда вот дождь, то сложно как-то из дома, это все чистнение, хотя я так не особо так на погоду там ропчу, но вот все равно сложно. Тут мы приехали и нормальной погоды так и не видели. Но сегодня счастье, сегодня вышло солнышко, и мы вышли прогуляться. Здесь у наших родственников такая небольшая площадочка есть, где деткам можно покачаться. Вот, вчера можно было это еще сделать, но мы себе позволили, в общем, немножко отдохнуть. У нас сегодня в планах, возможно, мы съездим в магазин первый раз. Благодаря нашим родственникам у нас забитый холодильник, то есть нам вчера не нужно было об этом думать, мы могли спокойно просто прийти в себя, подумать о том, что мы наделали. Так вот прогуливаюсь, смотрю тут. Меня некоторые спрашивали, какое впечатление. Мы особо так еще и нигде и не были, да, как вы поняли. Но там в аэропорту разницы особо я как-то не увидела, не почувствовала. Единственное, я там в видео кусочек вставляла, что там немного другие туалеты, они по-другому выглядят. Вот, но поменялось только то, что пока что я разницу особо увидела только в том, что очень много неславянской внешности людей, просто скажу так. То есть их очень мало. Ну, а так, в принципе, ну, там дома, не знаю, немного по-другому выглядит. В общем, посмотрим. Нас еще все ждет впереди. Будем учить язык. С языком, конечно, это просто вообще беда бедой. Хотя я пыталась его учить, честно вам скажу, сидела, там курс даже проходила. Но все равно, когда ты смотришь на американского носителя, и она что-то говорит, какие-то маленькие слова ты понимаешь, но контекст понять очень сложно. Пока что, по крайней мере. Вот. Ну, будем устраиваться на работу по возможности, окунаться в среду обитания и как можно больше отключаться к общению с американцами. Оставайтесь сегодня с нами, поснимаю, чем мы будем сегодня заниматься. И благодарю всех, кто остался. На следующем видео, я думаю, уже... Кстати, с интернетом просто огромная беда. Я не могу выгрузить видео, это просто ужас какой-то. Мне пришлось взять просто камеру с собой, я даже без телефона, без связи, без всего, потому что телефон остался дома на зарядке, и я надеюсь, что когда мы придем, хотя бы он что-то хотя бы загрузит. Очень сложно, не знаю почему. Для общения нормально, то есть, но именно для того, чтобы загрузить на YouTube, очень почему-то туго идет. Это видео выйдет, которое сейчас я загружаю. Там, возможно, вы зададите какие-то вопросы, и уже после этого видео выйдет следующее видео, где я там поотвечаю, что вас интересовало, расскажу, что как мы сюда попали, возможно, ну, в общем, такие вопросы поотвечаю, чтобы вам было просто более интересно, не только там, ну, то есть, чтобы это было как-то более полезно, да. Идемте дальше покорять Америку. Ну что, как тебе качели? Никак. Никак? Неудобные, да? Да. Ну, я тоже всегда поражалась вот этим качелям, которые вот так сгибаются. Мне кажется, это очень неудобно. Почему они такие делают, их непонятно.
друзья, мы приехали в Walmart. Представляете? Когда-то мы на видео только смотрели, как это все обстоит дела. Ну, нашли паркинг, кстати, еще вот даже вольное место. Прям сразу практически около входа. Пойдем посмотрим, что там продаются. Нам нужно, в общем, ингредиенты для борща купить. Я думаю, сваржу борщик маленечко. А мы, кстати, сейчас ехали, и такая разница в том, что очень-очень много вот таких огромных машин. Вот реально огромное количество. То есть, ну, таких вот маленьких, как сейчас вот сзади меня, очень мало. В основном все на таких огромных машинах. И ты едешь такой маленький посреди них. Вот, например, тоже огромная машина. В общем, это такое очень быстро бросается в глаза. И очень большой трафик, очень много машин. Большое такое движение. К этому еще надо будет привыкнуть. Вот. Здесь подготовка к Хэллоуину. Сразу понятно, какой у меня английский. В общем, да, нашла чем гордиться. Ну, короче, в общем-то, разные тыковки такие. Фу! Ой, что-то пошло не так с этой тыквой. Ну, короче, интересный такой вид. Или что-то с ней не так, она уже или портится, или... Я такой первый раз тыкву вижу. И вот это, смотрите, какая... Как мозг. Вообще, обалдеть. Ой, смотрите, тут ягоды можно купить. Разные. Тоже это чарна-пожечка, да, по-польски, как она? Или американская борубка, да, получается. Вот. Малина свежая. Смотрите, какая она огромная вообще. Наверное, это вот эта цена. Здесь, смотрите, можно купить разные яблоки. 4,74. Вот такой. Килограмм 36. Вот такой вот можно взять. Я хотела взять капусту для борща и свеклу. Вот здесь у нас свекла. Смотрите, свекла. Ой, что-то холодильник подтекает. Короче, свекла вот 2,44. Капуста вообще в центах, смотрите, 82 цента капуста. Это будет первое, что я приготовлю здесь, в Америке. Потому что благодаря нашим родным я вчера могла весь день ничего не готовить вообще. Просто подогреть. Еще. Как и свеклу, да? Нет. А как красный? И что, мне брать такой свеклу? Да? Точно там нигде больше нет? А? Да? Такой нормальный? А красный? И даже здесь, в Америке, можно встретить русскоговорящих магазинов. Неожиданность, да? Нет, Мы такого не ожидали. Нет, красный. Вот взяли два таких яблока за $1.60. Ой, смотрите, какая морковка. 98 центов. Получается 4 злотых, да? Где-то так. 4 с чем-то злотых. Вот такая огромная упаковка морковки. Мне кажется, это классно детям брать в школу, давать грызть. Не, Зарик? Да. Прикольная штука. Пойдешь в школу, будем тебе покупать. Да. Можешь ты меня заснять? Угу. И еще такие морковки можно брать с собой в путешествие. Если у вас в школе сказали, что вы идете, например, в какой-то там парк, что вы хотите, хотите покормить животных, то надо взять вот это. Это будет очень классно. Окей, хорошо. Смотрите, вот тыква. Это, кстати, классная тыква. Мы в Польше ее тоже очень любили. Я делала суп тоже детям из этой. Надеюсь, что это правильно. А еще я наслышана вот здесь вот в Америке про нарезанные уже готовые фрукты, и они всегда очень свежие, то есть можно нормально купить уже, там все у тебя будет порезано. Смотрите, такой овощной тоже набор классный. Вот.
если лень, да, можно прийти и уже нарезанное себе купить. Вот такие, наверное, классные штуки тоже их брать в школу, давать, вернее, детям в школу. Вот такие вот, как типа ланчи, уже порезано, все там продумано. Вот. Ну, классно. Об этом, вот, кстати, я очень даже наслышана про Америку. Вот здесь взяла вот такую морковку все-таки. Один пучок зелени и лук еще дополнительно ко всему. Капуста есть, свекла есть, все есть. В общем, сейчас я ищу фасоль. Упаковку фасоли. Видимо, какие-то готовые супы, вон макароны, смотрите. Быстрого приготовления. Но фасоли нет, фасоли. О, я нашла фасоль. Смотрите, можно взять фасоль вот такую, только она будет у меня долго вариться. Я бы уже хотела взять как банку готовую, я тогда уже сегодня могу сварить. А так обычно я ее обязательно замачиваю. Ну вот, смотрите, фасоль есть. Супер. Класс. Есть нут даже. Рис 2,27 килограмм. 2,78. Я пропустила разные соусы. Ну, мы, в принципе, так не балуемся такими всякими штуками. Как имбирь с орехом. Интересно, что это такое? С чем его едят? По ходу дела я нашла... Смотрите, вот такая фасоль. Огромная банка. Вот маленькую бы мне, поменьше. Вот такая. Ну, конечно, картинка не очень. Срочно звать меня фотографом. Вот тут красиво. Короче, ну, выбор есть. Просто надо уметь читать, понимать и так далее. Смотрите, какие объемы. Вот я возьму себе такие две большие упаковки и буду учить английский и хрустеть. Сейчас только женщина в магазине на дочку посмотрела и говорит, she is Kier. Вот что такое Kier? Не знаю, я просто записываю, чтобы потом не забыть это слово, посмотреть переводчик. У меня нет же телефона с собой. Я оставила его загружать видео, так что вот. Мясо. Мясо, смотрите, какие огромные всякие стейки можно купить. Вот. Это фарш. Короче, мясо куча. Такое чувство, что его подкрасили. Оно такое красное прям вообще. Мне кажется, вот это более натуральное. Да, даже написано органик. Органик вот это. Потому что вот это так настолько красное, прям очень красное. Вот даже взять вот этот, например, такой красный и вот этот. Просто когда знаешь, как перемалываешь мясо и потом как оно выглядит более вот так. Всякие сосиски, сардельки. Ну, готовые тефтельки уже. Все готово. Вот и здесь огромный, громаднейший отдел с разной одеждой. Вот. Ну, да. Мне кажется, все равно оно как-то, вещи все равно как-то отличаются. Не знаю. Не передать как-то это словами, так. Курточки. Кто-то мне говорил, что здесь не ходят в таких прям совсем теплых курточках. А вот, пожалуйста, продается. Мы приехали в таких более осенних курточках. Ну, в принципе, недорого. Слушайте, $20. $22. Наверное, плюс еще какой-то там налог. Вот. Ну, то есть, да, я не знаю, сколько она прослужит, но там при крайнем случае такая тепленькая. Вот здесь, смотрите, какой классный подклад. Ну-ка, интересно, сколько она стоит. О, $40. Вот это более такая, посолиднее, может. Ну, за $40. Тут вообще $20.
если сравнивать, что, например, в Польше можно было минимально 35 злотых купить, то понятное дело, что в Польше дешевле намного, но ты здесь уже в долларах получаешь, что предположительно, что вот курточка тебе обойдется в там, плюс-минус 3 часа твоей работы, да? Вот. Ну так вот. Смотрите, обувь здесь тоже вот на девочку, например, почти $20. Такие ну, такого плана, да, те же самые. Смотрите, какие маленькие просто кроссовки. Вот смотрите, как и в Польше, в Америке дети должны ездить в таких вот корсетах. Но еще, что я узнала, и для меня это было вообще просто шоком, что оказывается у этих корсетов есть срок годности. То есть не так, что из поколения в поколение можно передавать там. Вот, а оказывается, они имеют срок годности. Я еще не разобралась, как это считается там. То есть надо хранить чек от покупки или как. Смотрите, вот это классный, можно для люлечки и потом для большого ребенка уже делается. Вот, но вот такой вот я узнала, что есть срок годности. Вот, ну, примерно цены, да, $60. Такой вообще как поддупничек уже для более старших детей, 54. Вот, так что вот такие цены на корсеты. Но это точно по-любому то, что придется купить. Смотрите, разные такие держатели на коляску. $10 всего лишь. Удобные штуки. Качественные, видно, что качественные. О, кстати, вот такая классная штука. Это сюда можно вложить салфетки, и она удобная, что можно везде ее прицепить, и открываешь, и можно доставать салфетки. Вот. Когда-то я такую хотела заказать на Алиэкспресс, но потом уже, короче, не получилось. Ну, я думаю, что это классно, удобно. Смотрите, пижамки можно взять. Такие вот для деток за... Здесь написано $18, здесь за 14. То чувство, пока ты снимала видео, твои ребята куда-то делись. Я уже минуты 3, наверное, хожу по рядам, ищу их, короче, меня оставили. Ушли, не знаю куда, связи у меня нет, позвонить я не могу. Сказать, что я переживаю, не очень, но меня оставили одну в Америке, все. И убежали. И где они теперь? Я уже ходила по тем рядам, смотрела, где они могут быть, и я их не нахожу. Так, вроде... О, увидела просвет. Они далеко ушли. То есть они даже не подумали о том, что я могу испугаться в огромном, здесь огромнейший магазин, и потеряться очень легко. Ну, они ноутбуки смотрят. Ну, конечно. Ладно, ребятки, я спаслась, меня нашли, вернее, я нашла сама всех. Меня особо и не искали. Они меня даже не потеряли. Да, доченька? Разбитый телефон. То есть они даже не запереживали за меня. Я переживу. Потом приготовлю еще им борщ вечером. Здесь вот книжечки для деток. Вот с таких простых книг можно изучать, начать, ну, продолжать и начинать учить английский язык. Читать, выделять слова. Ну, это даже, наверное, сложно. Наверное, вообще с каких-то таких. Даже, может, с каких-то вот таких вот. Смотрите, какую папку нашла вот такого плана. Как я понимаю, где-то я когда-то это слышала, и вам тоже расскажу. Видите, здесь разные вот такие отсеки. И, как я понимаю, что сюда складывают чеки по группам. То есть чеки, собирают их в течение года, потом эта папка такая уже толстая становится. И когда налоговый месяц в Америке, то отчитывается по вот этим. Ну, короче, это удобно, мне кажется, да? В одной папке все хранить. Вот. Ну что, идем дальше.
Ну что, мы пережили первую покупку. И вот такие вот нам выдали сдачу доллары. Смотрите, какие центы. Обалдеть. Я центы вообще раньше никогда не видела. Тетрадку такую небольшую. И получается у нас вышло на 17,60 долларов. И что там мы купили? Ну, дети захотели там жвачку, понятное дело. Я взяла фасоль, взяла для борща, кроме картошки. Потому что картошку нам родственники купили, то вот. Так что всё. Ну и морковку я взяла такую, там дети могли кушать, а борщ я ее просто порежу кругляшочками. Вот. Так что вот такая наша первая покупка. И здесь, по ходу дела, можно повторить ключ. Только нужно разобраться, как это делать. Но я думаю, что это вообще классно, что такая возможность есть просто в обычном супермаркете. Это здорово. И такие тележки для инвалидов, наверное, чтобы делать закупки. Тоже классно. А я сейчас съем свою первую американскую жвачку. Вот. Ходим, в общем, мы из магазина. Жвачка у нас арбузная. Вау. Ладно, ребята. Ничего такого сверхъестественного. Обычная жвачка. Очень вкусная, классная. Арбузная. Интересно, как долго она будет держать. Я, в принципе, очень долго жвачки не жую. Вот. Все, наверное, на этом буду с вами прощаться. И так видео затянулось. Пишите, нравятся ли вам такие видео. Дочь, давай ручку уйдем. Что бы вы еще хотели, чтобы я снимала? Я, в общем, жду ваши предложения, ваши фидбэки. Да. У меня жвачки нет, потому что я хочу попробовать ее надуть, Салик, а потом у меня упала жвачка. Упала? И у тебя что, нету жвачки? Губов. Из губов. Не получилось, да? А жвачка-то есть во рту? Нет. Нет? Тебе надо еще жвачку, да? Ладно, сейчас дам. Давай ручку пока. Вот, ладно, сейчас перейдем дорогу. В общем, благодарю вас за просмотр, жду ваши комментарии. Спасибо, что были сегодня с нами, посмотрели это видео. Пока-пока. До новых видео. Пока не придумали конечную заставку, поэтому буду прощаться с вами так. Вот. До новых видео и жду ваши комментарии.